Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, любимые, здравствуйте. Второй расклад. Что спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. Давайте узнаем подсказки карт и будем при этом реалистами, но с учетом нескольких важных планетарных транзитов ноября и декабря. Нам стоит рассмотреть как альтернативные варианты событий то, что нам подскажут карты. И наш сегодняшний расклад, он отличается несколько от всех предыдущих, именно потому что мы делаем своеобразную сигнификацию. Или первая карта у нас как раз будет называться «Кто вы?», как вас видят, или вашу историю, ваше положение на тот момент, когда вы смотрите расклад. Ваша история. Может быть, ваша история жизни, которую вы проживаете. Ваше состояние. И это будет первая карта, по которой вы тоже можете определиться, насколько это откликается в вашей душе, или есть ли это сама по себе синхронность. Что вы получите в результате, если вот просто будете продолжать в том же ключе? Чем закончится или продолжится эта история? Что вы чувствуете? Скорпион чувствует все. Это где-то через вашу интуицию, что вы ожидаете получить или что может спешить в вашу жизнь. Следующая карта. Переходим к конкретике, что нужно знать. И мы достанем дополнительные 3 карты. Уровень физического комфорта, как видят карты. Уровень безопасности на данный момент. Или вообще, какая концепция должна быть продолжена. И уровень риска, мои дорогие скорпионы. Следующая позиция, что спешит в вашу жизнь. Обстоятельства, обстановка. То есть с обстоятельствами или событиями извне, что может спешить в вашу жизнь. И ваше окружение, кто может спешить в вашу жизнь. Или вот именно через социум, или личную жизнь. Может быть, тоже что-то спешит в вашу жизнь. И следующая карта, знаки судьбы. Что это значит или в чем они будут заключаться. Итак, кто вы? Ну вот есть какая-то очень важная история. Посмотрите, в правом верхнем углу ваш знак из Солнца в Скорпионе. Когда вы что-то хотите сделать по-своему. Да, шестерка кубков – это карта ностальгии, но в этой колоде посмотрите, сколько цветов. Все кубки наполнены цветами. Это, конечно, вопросы детей у кого-то может быть. Или вопросы ваших личных взаимоотношений, которые очень искренне показаны дети. Когда не меркантильность какая-то или материальная заинтересованность, а искренность на первом плане. Но по шестерке кубков у нас еще и выпадает такой момент, когда мы словно вынуждены делать выбор. По шестерке кубков часто бывает ностальгия или прошлое, может быть, прежняя какая-то история, и человек вернулся в вашу жизнь. У кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, это может быть ситуация. Меня смотрят люди из разных стран, когда была какая-то очень счастливая история, но по каким-то причинам она не может быть продолжена. Причины самые разные. Я уже не детализирую, вы меня понимаете. Но есть то, что вас как будто может ставить своего рода перед выбором, как мне действовать. Если, к примеру, что-то уже завершилось, и теперь нужно отстроить в новом ключе, значит решиться на что-то, чтобы вот раскрасить всеми красками вашу личную жизнь, личную историю. И если прежняя была грустная по разным причинам, нужно отстроить свое новое счастье. Может быть, и сейчас у кого-то есть человек, и значит, это вас уже как и вдохновляет, как и наполняет, раскрашивает во все тона или раскрашивает ваши чувства по отношению к конкретному человеку. И вам самим нравится эта эмпатия, вам нравится получать эту заботу, или ваша душа просит, как где-то и физической близости, так и одновременно просит именно понимания. Вот это для вас важно, все то, что через чувства, все то, что Скорпион хочет, по сути дела, Солнце в Скорпионе. Хорошо, и в каком контексте продолжать, а что-то обновлять придется. Вот смотрите, мои дорогие, ведь у скорпионов никогда не бывает все как-то однозначно, последовательно и гладко, мои дорогие. Правда, Уран. И у нас сейчас Уран в Тельце. И значит, я могу сказать, что какую-то концепцию личной жизни явно вы будете ноябрь, декабрь и с учетом
как раз планетарных транзитов в Тельце, и это на вас влияет, хоть Телец и Скорпион, это как противоположные знаки, но вы можете ощущать вот эти перемены. Почему? Телец — это все то, что связано со всем, что я перечисляла, но и в целом с нашим благополучием. Так вот, по 30 января Уран будет в Тельце еще в ретро-движении, а уже с февраля перейдет в прямое директное. И это какая-то, может быть, как метаморфоза или изменение. И значит, где-то ноябрь-декабрь вы словно прицеливаетесь к чему-то. Вы понимаете, что нужно действовать по-другому. Все-таки нулевой аркан. Это как какая-то возможность, безусловно. С другой стороны, это игривость может быть, правда? И эффект бабочки, как на вас влияют события, которые, может быть, на общемировом каком-то масштабе уровне происходят. Или какие-то изменения проходят. Вы понимаете, что, да, может быть, прежде вы уже как будто подвели какую-то демаркационную линию под прошлым, но вот теперь задача отстроить что-то совершенно по-новому. Отчасти это где-то игра какая-то. Все же по аркану нулевому мы еще пока не знаем, как мы поступим. Или мы еще пока не знаем, как сложатся обстоятельства. И буква иврита алиф бык, что очень символично. Особенно теперь, значит, вот этот транзит, который я с него начала, Урана в Тельце на вас будет оказывать влияние очень, по сути дела, Уран в Тельце. Но я должна сказать, ведь ваш знак зодиака — экзальтация. Или что такое экзальтация? Это когда вы максимально правильно, хорошо свои все качества раскрываете, все свои таланты раскрываете. В тот момент, когда что-то меняется, мои дорогие. Именно вот если многие воспринимают Уран как планета-разрушитель, а ведь он ничего не разрушает, он нам помогает отказаться от того, что уже не может быть продолжено. Словно помеха какая-то, которая нам все время палки в колеса вставляет. И вот какой-то пересмотр совершенно в новом направлении. У кого-то будет касаться личной жизни, непосредственно отношений, а у кого-то место вашего пребывания. Часто по нулевому аркану путешествия идут или какие-то переезды. И, может быть, события в вашей жизни сложились так, что переезд совершенно необходим. И тогда вы будете продумывать тоже, каким образом это осуществить. Что-то не будет быстро с учетом, опять же, транзита Урана в Тельце. И поэтому будет какой-то заход на 25-й год. Или, может быть, как раз на периоде январь-февраль. Что-то будет более определено. Или какая-то большая конкретика. Давайте мы с вами откроем третью карту, что вы чувствуете, к чему все идет. Ваше лидерство. Хоть у нас и выпал король жезлов, и жезлы — это у нас больше энергия, дела, работа, бизнес. Но это харизматичный лидер. Это какое-то абсолютно точное уверенность, точнее, извините, что вы хотите продолжать. Почему я так с уверенностью говорю? Опять же, ваш знак, мои дорогие. Но перед ним стрелец. Поэтому где-то вот этот переход. Стрелец — это активная энергия. Это наши планы. Ну, где-то это марсовская энергия. И Марс — одна из планет ваших тоже, мои дорогие. И это планета активных действий. Вот значит, какие-то ваши действия, они должны быть настолько выверены, четкие. Король жезлов, он никуда не торопится. Он сначала думает, а потом он дает указания, потому что, правда, он сам не спешит что-то делать. Он, скорее всего, будет руководить или, как если мы говорим, харизматичный лидер, он заметен, в принципе, как и в социуме, так и в обществе, с ним готовы взаимодействовать, его идеи востребованы, их принимают. Вот какие-то подобные энергии вы чувствуете, что вы сейчас на подъеме или можете осуществить какое-то важное дело. Давайте я или тему какую-то для себя продвинуть, или наоборот, с чем-то разобраться. Чего это может касаться, если мы говорим? Как вы видите, что спешит вашу жизнь? Это ведь ваше именно видение. В какой-то своей плоскости концепции отстроить. Вы знаете, вы в себе самое главное не сомневайтесь. Здесь у нас как раз показана 9 мечей, карта. Кстати, у кого-то из вас напрямую говорит, займись своим здоровьем. И может проходить инсомния. У кого-то бессонница. Помните, уставшие люди делают ошибки. Если нет нормального сна,
Ну, у нас искажается как-то реальность, мы ее видим неправильно. И поэтому страхи могут где-то вас ограничивать. А если вот тут надо верить абсолютно в себя и в свою мечту. И правда какой-то выбор будет, или куда-то отъезд, переезд, переход, может быть, на другую работу, или, может быть, вы что-то будете как жизнь отстраивать по-новому. Может быть, оформление каких-то важных документов у вас проходит. Но это всегда как путь наверх. Это карта, которая нам говорит о том, что, посмотрите, человек идет как образ, свободный как раз от меркантильности или от того, как, ну, материализма какого-то излишнего. Когда есть вопросы цены и есть вопросы ценностей. Вот он идет наверх по пути своих принципов ценностей. И как раз какой-то материализм на него не давлеет. Вот эти кубки он оставляет смело за своей спиной. Есть то, что вам самим уже где-то неинтересно. И, может быть, поэтому, знаете, не оглядывайтесь назад. Не устраивайте себе ненужную философию. Если вы уже что-то решили, или ваша душа, она вам дает, у вас прекрасная интуиция, говорит, иди вперед. Вот это не будет продолжено. Быстрее, может быть, что-то оставляй, или быстрее что-то забывай. Или переводи в какой-то опыт, чтобы еще раз грабли не найти. Поверьте, эти подсказки стоят того. Новая концепция жизни точно. По этой карте мы даже из трудного положения можем найти выход. Или принять, как я говорю, Соломоново решение. Вот к чему мы пришли. По сути дела, опять же, ваш знак Скорпиона изображен. И 13-й старший аркан – это как раз о Плутоне, который перешел в знак зодиака Водолей. И что интересно, Нун – рыбы. А рыба как раз очень часто, как и карта шута, символ перемещений, символ того, что мы хотим, например, путешествовать. Или работа какая-то может быть связана с командировками. Или, может быть, место вашего жительства меняется. Вообще сам по себе какой-то переход. И, безусловно, адаптивность по рыбам. Когда мы можем адаптироваться к любой ситуации. Мы себя можем организовать в любых условиях жизни. Поэтому прошлое, оно завершилось. И нам тоже говорят. Вторая карта вам выпала. Теперь, как обнуление, какое-то прошлое не имеет даже значения, мои дорогие. И Плутон вам тоже помогает где-то, как и Уран в Тельце. Вот рука об руку. Но если Плутон уже теперь в Водолее, и когда он находился в Козероге, это другие энергии. Это как догма какая-то. Мы должны, мы обязаны, или мы в каких-то рамках себя чувствуем, как ограничения какие-то были. Вот нет, все, трансформация, освобождение от вот этих догм. По Водолею это больше индивидуальности и больше свободы. Какая-то свобода для вас, мои дорогие, в основе всего. Она, может быть, и дает вам такую перезагрузку. Есть к чему стремиться. Марс и Аркан Император. Конечно, это энергия, когда мы хотим поступить как-то по-своему. Но император, если он мудрый император, он понимает, что есть две вещи, которые мы не можем изменить. Мнение людское и обстоятельства. И поэтому, чтобы что-то осуществилось важное, он готов как и сам адаптироваться, так и корректировать мелкие планы. И не случайно в этом аркане буква иврита «хе» – окно. Значит, какое-то окошечко, как минимум, а то и... Ну, такой французский балкон у вас должен быть для того, чтобы как выход из какого-то лабиринта использовать правильно какие-то возможности для того, чтобы изменить не только концепцию жизни, ваш статус, мои дорогие. И, может быть, из этого харизматичного лидера вы переходите уже как в императора. И я должна сказать для вас, мои дорогие скорпионы, на 2025 год у вас есть и планетарно все возможности для того, чтобы... Новая концепция по финансам, по работе и, что немаловажно, по личной жизни. Это такой своеобразный релакс, когда вы будете спокойно уверены и в сегодняшнем дне, и в завтрашнем. Когда как-то складывается больше так, как вам нравится. Когда вам просто хорошо. Вот знаете, вот такое хорошо по всем сферам жизни. Но я понимаю, бывают какие-то детали. Но, может быть, вот нам и говорят вот этот переход – то, с чем вы определиться должны или решиться, может быть, на что-то.
потому что страхи есть. Сложно, может быть, шагнуть вот на эту первую ступень, вот этот путь наверх, но совершенно необходимо. Вот как-то так. Тут что спешит вашу жизнь? Да все новое спешит вашу жизнь. Значит, вы достойны чего-то большего, нежели просто быть харизматичным лидером, который ни на что не влияет. Ваш статус уже император. И не случайно в Уране ваша экзальтация, потому что Марс вам в помощь. Как-то так. Хорошо, давайте перейдем к конкретике. И что нужно, что важно знать. Да. Король кубков, если мы на стихии, то это ваша стихия. И здесь два момента. Вот, кстати, у нас снова Водолей. И есть чувство, знак рыбы. Есть любовь, есть нежность, есть ваши близкие. Есть, пусть даже с нуля вы будете по-новому отстраивать свою новую историю любви. Может быть, и новое знакомство. И вам обязательно Вселенная подарит таковое. Но, может быть, есть какая-то грустная история, которую нужно подвести к финалу. Может быть, и разобраться в некоторых материальных вопросах, если остались дети, имущество, какие-то нерешенные денежные проблемы. И король кубков единственная в колоде карта, которая или обрисовывает нам, описывает персонажа, который умеет очень здраво, правильно реагировать на обстоятельства жизни. Там, где требуются как раз эмоции, он проявляет свои эмоции. А там, где требуется интеллект, это по Водолею, там, где хладнокровие, разум, рационализм, вот там он как раз это в вопросах финансов или какие-то, может быть, и документальные вопросы. Вот там он эмоций не добавляет, чтобы они ему не мешали. Поэтому разграничивать где-то возвышенное и земное вам придется, но у вас все получится. Давайте, ваши вообще желания, ваши устремления, они могут сбыться буквально от начала до конца. И если мы с вами говорим, первую карту мы доставали, физический комфорт, это много работы предстоит. Работай, у тебя все получится. И солнце в Деве. То есть не работа ради работы, а что-то сделать очень, так, знаете, продуманно, четко. Дева – это перфекционист. Но, может быть, некоторые вопросы даже в мелочах прояснить. И это будет совершенно необходимо для вашего солнца, для вашей перспективы. Есть то, что должно быть продолжено. Может быть, и в новой какой-то концепции что-то вы будете отстраивать. Но на сегодняшний день сил как будто будет достаточно осуществить даже новый проект. Или пусть, может быть, даже нам все же выпадал нулевой аркан, вопросы работы, может быть, есть какая-то перезагрузка. Но и вы, мои дорогие, в какой-то сфере жизни профессионал. И это именно нужно учесть или развивать, или вот эту новизну добавить к тому, что вы уже теперь знаете, имеете опыт или то, что вы умеете делать. И тогда из этого и получится что-то восхитительно хорошее. Или вот смена статуса. Пусть это будет касаться даже личной жизни. Я думаю, со мной многие согласятся, те, кто имеет семью, что это тоже работа, как мы ни крути. Мы вынуждены где-то и сами адаптироваться, ведь семья – это мы, когда сходимся с совершенно разными человеком, с другими людьми, по сути. И от того, как мы сумеем договариваться или смотреть в одном направлении, и будет зависеть наше семейное счастье. Поэтому работать над личными отношениями тоже придется, можно и так сказать. Но карта говорит, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому терпение – это где-то одновременно ваш физический как и комфорт, так и безопасность. Далее, семерка жезлов. Много людей будет вокруг вас. И если мы говорим о безопасности, не торопитесь включаться в какой-то спор, в какое-то соревнование, в какую-то ненужную полемику. Иногда вот этот самый Марс, как будто здесь во Льве, может проявляться очень активно. Или вас могут, ну, такие эмоции накрывать, когда «ух, я сейчас всем докажу», а не надо. Нам говорят, отступи полшага назад, и, может быть, ты увидишь, что совершенно не нужно тратить время, энергию и силы, ну и нервы, может быть, на какие-то доказательства. Скорее всего, безопасность будет ваша строиться на том, что вы ускользнете из какой-то многозадачности. Если мы говорим степень риска, взаимодействия, никакого риска. Кстати, финансового. Как будто обойдемся двумя пентаклями. Ну, это, конечно, условно. И здесь Юпитер в Козероге. Это
то, что согласуется, опять же, с законом. И это как какая-то удача, но которую, может быть, нужно переложить на оформление документов или как-то подтвердить составлением важных бумаг. Не должно быть какой-то двойственности, мои дорогие, а больше ясности, понимания. Но ваша степень риска, она, как, кстати, может зависеть от важных документов. Может быть, и из прошлого какие-то вы взяли на себя обязательства, и здесь вы будете что-то пересматривать. И надо сказать, что период ноябрь-декабрь, когда могут быть пересмотрены соглашения по работе или по работе контракты, когда мы что-то добавляем, какой-то новизны, и сами от чего-то не отказываемся. Постоянное какое-то взаимодействие при полном внимании и, опять же, при настойчивости и терпении. Но, видимо, вот то, что вы себе задумали, все-таки ваша карта как раз этих энергий и требует. Сказать, что напрямую что-то вам угрожает, нет. Тут самое главное не быть в какую-то полемику втянутым, но и где-то не прошляпить, может быть, какое-то взаимодействие именно по части правильного оформления, правильного взаимодействия. Может быть, и люди, кстати, могут проходить. Когда было людей много, вы будете пересматривать социум и отказываться от тех, кто желает вас использовать. Вот, кстати, вполне вероятно. Давайте, что же спешит вашу жизнь через обстоятельства. Попажу жезлов — это всегда новинка какая-то, или обновление, или наша какая-то концепция жизни, или наше важное решение. Но это в новых совершенно энергиях. И у нас нулевой аркан. По сути дела, это какое-то начало. И вы уже точно знаете, как. Огненная карта, опять же, Марс, побуждает вас действовать. И обстоятельства, видимо, будут на вас воздействовать таким образом, что вы будете ясно видеть, не будет как прежде. Вы правильно сумеете оценить обстановку, и вам самим где-то не хочется оглядываться назад. Поэтому и вы будете настроены на что-то, то, что именно идет со знаком прогресса. Полный вперед, я бы сказала. Что спешит вашу жизнь? Для кого-то из вас это может быть знакомство с человеком, который моложе вас. Причем вы пойдете решать что-то по труду или по деньгам, или, ну, какой-то интерес у вас будет более такой меркантильный. И можете познакомиться, и вас этот человек заинтересует. И значит, вполне вероятно, что же что-то может быть продолжено. Или какая-то новость, которая к вам приходит, это тоже как спешит в вашу жизнь для того, чтобы быть вот той отправной точкой нового будущего. Окружение ваше, что спешит в вашу жизнь. Но вот само по себе, по окружению, я не могу сказать, что что-то спешит. Скорее всего, по аркану повешенной, вы чувствуете, что вы застряли в чем-то. И я должна сказать, мои дорогие скорпионы, кто смотрит наш прогноз именно теперь, еще в ноябре, и с заходом на декабрь, очень символично. Так вот, Нептун по 7 декабря. Планетарный транзит, ретро-движение в рыбах. А с 8 декабря это уже прямое движение, опять же в рыбах. И для вас, на вас этот транзит очень положительно влияет. По Нептуну есть всегда какая-то, с одной стороны, иллюзия или неправильное видение. Мы думали, что какой-то проект продолжится, или мы думали, что отношения какие-то продолжатся. Иногда это могут быть внутренние страхи какие-то, которые вот нас, знаете, как в омут охватывают и увлекают. Так вот, это все заканчивается. Переход из ретро в прямое. Где-то ждите на переходе, может быть, с 7 на 8, или чуть позже, или чуть раньше. Транзиты проигрываются плюс-минус 2-3 недели. Но в данном случае вам Нептун помогает какую-то прежнюю ситуацию окончательно прояснить. Раз, вот что спешит в вашу жизнь, как по вашему социуму, окружению. Или когда у вас не останется сомнений и какой-то нерешительности преодолеть какое-то препятствие. Или какой-то долгий период ожидания, мои дорогие. Какие-то вода, как погружение, нам показано погружение, человек себя погрузил специально. Так вот, с водой всегда связаны какие-то наши либо очень сильные эмоции,
Может быть, вы хотели уже из них выйти. Может быть, из-за каких-то эмоций, мои дорогие, вы словно превратились в отшельника своего рода. Или у кого-то по аркану повешенного был вынужденный вот этот период, когда все же в аркане нам показан человек, который сам себя в это состояние вверг именно для того, чтобы увидеть что-то в другом ракурсе. И вот ясность у вас какая-то наступает, может быть, и через окружение. Я не могу сказать, что это будет связано именно с воздействием окружения на вас. Скорее, вы будете влиять на окружение. Именно потому что вы разберетесь, что не может быть продолжено, и на что-то решитесь. Вот как это погружение, которое может быть словно на глубине, или как ваше, ну, уединение может быть вынужденное, опять же, оно может быть закончено. Спешит в вашу жизнь какой-то ваша новая концепция жизни. Но вот от вашего решения не будет ничего меняться. Давайте, тем не менее, мы спросим, с чем это может быть связано, как видят карты. Что спешит в вашу жизнь? Деньги, мои дорогие, спешат. И Меркурий в Деве. Очень, кстати, символично. Все транзиты Меркурия, которые происходят ноябрь-декабрь. Тут как может быть и смена, я уже говорила, по нулевому аркану, и место вашего жительства. Здесь может быть и переезд, новая концепция заработков или решение закрытия каких-то финансовых вопросов, которые были со знаком минус, и отстроить новую возможность прихода финансов или что-то для себя значительно улучшить. Все то, что будет касаться благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Вот, наверное, выход из этого погружения будет, или ваше решение, будет сразу означать что-то доброе, хорошее, от чего вы будете счастливы, довольны, уверены, как будто ваша жизнь на 180 градусов изменится. 10 монет или был прежде вот этот повешенный, изолированный как будто. Ну, правда, нечего мне добавить. И не случайно Венера как будто в Деве. Это тоже более такая продуманная Венера в Деве, когда мы не хотим себе навредить. Концепция денег или новые возможности заработка буквально спешат в вашу жизнь. Или вот я то, что говорила на 2025 год, вы можете быть абсолютно практически счастливы. Ну, это то состояние релакса, повторюсь, когда мы себя чувствуем очень, ну, как-то комфортно, как и эмоционально, ну, так и материально. Мне просто нечего добавить. Знаки судьбы, туз кубков. Правда, личная жизнь не на последнем месте. И, может быть, это совершенно необходимо для того, чтобы даже если есть вокруг какие-то перемены и приходится что-то корректировать, те отношения, в которых вы сейчас находитесь, это для тех, у кого все хорошо, то тут, ну, что-то вы будете решать, улучшая. Значит, кто-то, кстати, может и примириться. Понятно, примирение в том случае, возможно, если готова и вторая половина. Вот примириться тогда можно. Но если это только наше желание и нет отклика, нет взаимообмена какого-то, ну, тогда вряд ли. Тогда, скорее всего, быть реалистом стоит. И, может быть, стоит начать какую-то новую историю. Но личная жизнь не может быть вами поставлена на паузу. Это точно. Вот если мы говорим знаки судьбы, вы ведь можете познакомиться и планетарно с новым человеком тоже. Давайте знаки судьбы. В чем они? Что спешит в вашу жизнь? Ну, выпадает нам снова 8 кубков и говорит о том, что тебе только путь наверх. Тебе назад ни шагу. Какой-то важный выбор вы будете делать или, может быть, переезжать. Когда выпадает эта карта древа жизни, это то, что я говорила про 2025 год. Не просто новая концепция благополучия, а нового качества жизни. Когда в этом кубке будет все. Как и материализм, как и чувства, как в каком-то прекрасном балансе. Какая-то уверенность, опять же, и в завтрашнем, и в сегодняшнем дне. Новое, может быть, даже, знаете, это как удовольствие от жизни. В конечном итоге новое качество жизни, мне нечего добавить. И вот к таким энергиям они спешат в вашу жизнь. Вот когда выпадает
Древо жизни или древо сферот – это полный баланс. Вот полному балансу вы идете. Но выводы какие-то придется делать ноябрь, декабрь. Может быть, и еще какая-то концепция, как по Урану в Тельце, с заходом на январь, февраль. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.